Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам несколько способов переноса рисунка на пряник. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Первый и самый распространенный способ – это перевод картинки через пергамент. Картинку я нахожу в интернете, подгоняю под нужный размер, зеркально ее разворачиваю и распечатываю на принтере. Затем на картинку кладу прозрачный лист пергамента и обвожу по контуру простым мягким карандашом. Затем рисунок на пергаменте переворачиваю, кладу на пряник и сверху по контуру провожу шпажкой. Многие это делают также карандашом. И таким образом рисунок, который мы нарисовали на той стороне пергамента, отпечатывается на прянике. При необходимости можно что-то поправить или дорисовать карандашом на прянике. Главное правило здесь то, что картинку нужно распечатывать и обводить в зеркальном отображении. Следующий способ похож на первый, но здесь не нужен принтер, а картинку обводим с экрана телефона. Минусы такого способа: во-первых, чаще картинку приходится обводить 2 раза, так как на экран телефона сильно не надавишь карандашом, чтобы рисунок потом хорошо отпечатался на прянике, либо постоянно что-то выскакивает на экране. Во-вторых, размер рисунка ограничен размерами экрана. Но тут можно воспользоваться не только телефоном, планшетом, экраном компьютера или ноутбука. Главное делать это аккуратно. Для следующего способа также нужен телефон и специальное приложение для переноса рисунков, которое работает следующим образом. Мы выбираем через это приложение на телефоне нужную картинку, затем включается камера и на экране появляется наша картинка, но прозрачная. Далее кладем пряник под камеру, регулируем масштаб рисунка и обводим картинку карандашом, глядя на экран телефона. Я этим способом не пользовалась никогда, это первый раз, и это не так просто, как кажется на первый взгляд. Но уверена, если привыкнуть, то этот способ был бы в фаворите, так как это быстро и не требует дополнительных затрат. Приложение бесплатное, в описании к видео напишу название. Следующий способ, также часто используемый всеми, это перенос готовых элементов на пряник. Картинку также можно распечатать, можно воспользоваться экраном телефона. На картинку кладем что-то прозрачное, например, ацетатную пленку, и на ней рисуем глазурью. Можно воспользоваться плотным файлом для бумаг или прозрачной папкой для бумаг, как у меня. Это удобно и недорого. Разрезайте папку на части нужных размеров и используйте в работе. Картинку и пленку лучше зафиксировать, чтобы не ездили и рисунок был ровный. Когда мы делаем цветы из насадки, например, это тот же способ переноса готовых изделий. Когда рисунок полностью высохнет, можно переносить его на пряник. Я переношу на свежезалитую глазурь, но можно и на высохшую приклеить при помощи того же айсинга, как я делала это в видео с мишкой и объемным букетом из сердечек. И последний способ переноса рисунка на голый пряник – это перфорация шилом или иголкой. Протыкаем картинку по контуру и потом на прянике обводим рисунок карандашом по точкам. Такой способ выручал, если вдруг закончился пергамент, а пряник уже нужно рисовать. Или пряник очень мягкий и не получается перенести рисунок. Но теперь есть специальные приложения, и этот способ давно всеми забыт. Я таким способом долго картинки переносила на пряники, пока не узнала про первый способ с пергаментом, но это было давно. Также существуют и другие способы, это специальные проекторы для кондитеров, волшебные стекла, но этих устройств у меня нет, поэтому ничего про них рассказать не могу, к сожалению. Благодарю вас за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Не забывайте отмечать меня в Instagram и в других социальных сетях, ставьте лайк и подписывайтесь. Впереди будет еще много интересного. Всего вам доброго!